Когда мы говорим в целом о нашем населении, ну, вот у людей в магазинах там, да, должна быть возможность выбрать те продукты, которые есть. Продукты здорового питания. У него должна быть, население должна быть возможность, у него должны быть средства, которые человек может использовать для выбора этих продуктов. Вы можете сколько угодно детям рассказывать о том, что плохо курить и показывать ужастики. Но не докажете вы этим им, что это плохо. Если это модно, если они это видят в кино, если это круто, если это, вот можно любое выражение придумать. Поэтому ребенку необходима мотивация. Если вот он замотивирован на здоровый образ жизни, тогда он будет прислушиваться к вам. Что я имею в виду? Сейчас у нас катастрофическое положение с физической культурой среди детей. Я даже сейчас не буду касаться темы, сколько это стоит. Но ребенок, который занимается спортом, там, легкой атлетикой, теннисом, что меня очень интересует, он знает, сколько вложено энергии, сколько денег вложено родительских. И ему играть в соревнования через месяц, через два, он никогда не начнет пить или курить. Не потому что это плохо, плевать ему на то, что это плохо, а потому что ему жалко своего труда. У нас очень много проблем. Это действительно так. И то, что эти проблемы объективны, говорит наша статистика. К сожалению, очень грустная, потому что это не секрет, что у нас самая высокая смертность от неинфекционных заболеваний, в частности от сердечно-сосудистых. Но я хочу сказать, что очень важно, что сегодня, наверное, здесь присутствует представитель крупного бизнеса и просто человек, живущий в Финляндии. Это страна, которая очень близко к России по своим культуральным особенностям. 30 лет назад наши показатели и показатели Финляндии были примерно одинаковые. А потом началась программа в Финляндии, беспрецедентная программа, такая, какая была, например, в Соединенных Штатах. Есть несколько стран таких вот чемпионов по снижению смертности. Это Соединенные Штаты, это Финляндия, это Новая Зеландия, это Австралия и Великобритания. Вот несколько стран, которые совершили чудо. Они снизили смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за 20 лет на 70%. Думайте себе эти цифры. О чем это говорит? Если сделала Финляндия, то может сделать и Россия. Я просто в этом уверена. Если только мы пойдем по этому пути и не будем бесконечно метаться, что делать, как делать. Есть опыт уже. И если мы этот позитивный опыт, так сказать, внедрим, ну, конечно, с учетом наших особенностей, с учетом особенностей нашего климата, нашей огромной страны, да, культуральных особенностей разных регионов, у нас очень разные регионы, то мы добьемся. Теперь, что я хочу сказать, что, несомненно, огромное количество проблем. То, что вы говорите, это абсолютно правильно, что невозможно просто заставить лошадь пить воду, но возможно повысить мотивацию. Для этого мы должны создать такой климат в нашей стране и такую социальную среду, в которой быть здоровым было бы престижно. В 2001 году был принят федеральный закон об ограничении потребления табака. Потом в 2006 начался национальный проект здоровья, в котором третьей строчкой было прописано возрождение профилактической направленности нашего здравоохранения. Потом в 2008 году была подписана рамочная конвенция России по ограничению потребления, по ограничению курения. Это очень важный закон. Кроме того, принят закон в 2009 году, федеральный закон то есть это программа такая до 2020 года по снижению злоупотребления алкоголем. В 2010 году аналогичный закон принимается по ограничению потребления снова табака на 2010-2015 годы.